Вода. Тело человека примерно на 60% состоит из воды. Давай сегодня это проиллюстрируем в Photoshop. По итогу урока ты получишь примерно такой результат. С тобой Юджин из студии Graphicor в рамках проекта Photo Without Studio. Поехали! Открой исходное изображение в Photoshop. Данная картинка взята из свободного источника. Ссылка на ее скачивание будет в описании. Или по моей ссылке можешь тоже уже скачать готовое вырезанное изображение. Прежде чем начать, его нужно вырезать. Для начала нужно упростить изображение с мужчины. Создай корректирующий слой цвет. Выбери какой-нибудь светло-голубой цвет. Идем в цвет и выбираем светло-голубой. Перемести этот слой ниже слоя с мужчины. Создай дубликат слоя с фотографией мужчины. На нижнем слое отключи глазок. Нажми Ctrl-U или Command-U на Mac, чтобы обесцветить изображение, снизив насыщенность до -100. Дальше иди фильтр, стилизация, масляная краска. Этот фильтр упростит нам пиксели. В моем случае стилизация 6,9, частота 5,7, масштаб 0,9. Сведения о щетине 2,3. Это дает нам вот такой смазанный эффект. Дальше в панели коррекция нажми пастеризация. Таким образом мы добавим новый корректирующий слой. Если у тебя нет панели коррекция, иди в меню «Окно», «Коррекция». Если у тебя панель коррекция выглядит не так, как у меня, нажми на 3 черточки и выбери новый интерфейс. Иначе в классическом интерфейсе эта функция находится здесь. В свойствах коррекции поставь 6 шагов, 6 уровней. Корректирующий слой пастеризация сделай обтравочной маской, зажатой клавишей Alt или Option на Mac. Кликни на область между слоями. Выдели слой с мужчиной и корректирующий слой пастеризация. Кликни на них правой кнопкой мыши и выбери «Преобразовать смарт-объект». Теперь, если зайти в параметры наложения и черным ползунком на активном слое двигать вправо, то мы будем удалять темные участки и наоборот. Если белый ползунок смещать влево, то светлые участки будут исчезать, а темные оставаться. То есть, что мы сделали? С помощью корректирующего слоя пастеризация мы как бы разложили нашу фотографию на 6 частей. Примерно 3 светлых, 3 темных части. Именно поэтому мы теперь можем убирать и добавлять темные и светлые части изображения. Продублируй слой пастеризация, перетяни его на плюсик. Переименуй верхний слой в свет, а нижний в тень. Зайди в параметры наложения слоя тень и на шкале активный слой двигай белый ползунок влево до того момента, пока не останутся 2 части теней. Перед этим отключи слой свет. Чтобы посчитать 2 части теней, нужно вывести его в самый край, а потом считать. 1, 2. Это уже 3. Вот так. Включи слой свет. Выдели его. Повтори процедуру только с черным ползунком. Непрозрачность слоя свет снизь до 85%. Приступаем к созданию водяного эффекта. Выдели слой с тенью и иди в фильтр, галерея фильтров, в папке искажения выбери стекло. Искажение 8, смягчение 4, текстура изморозь и масштаб 125. С зажатой клавишей Alt или Option на Mac перетяни фильтр на слой свет. Тем самым ты сдублируешь
и применишь такой же фильтр к слою свет. Теперь придадим цвет, так как вода имеет голубоватый оттенок. Преобразуй слой тень и слой свет в смарт-объект по отдельности. Выдели слой тень и нажми Ctrl-U или Command-U на Mac. Поставь галочку «Тонировать». И цветовой тон выбирай 206, насыщенность 36 и яркость 15. С зажатой клавишей Alt или Option на Mac перетяни фильтр на слой свет. Тем самым ты сдублируешь и применишь такой же фильтр к слою свет. Зайди в скопированный фильтр и яркость поставь на 70%. Теперь мы имеем голубоватый оттенок. Давай займемся тем, что оставим такой эффект только на определенных участках. Выдели слой свет и тень и нажми Ctrl-G или Command-G на Mac. Таким образом мы поместим слои в отдельную группу. Включи изначальный цветной слой с мужчиной. Выдели созданную группу и с зажатой клавишей Alt или Option на Mac кликни по значку создания маски, чтобы создать черную маску для группы. Выдели слой с мужчиной инструментом быстрое выделение. Выделение сделай примерно таким образом, чтобы рука была выделена отдельно от куска этой футболки. Теперь выделим маску группы и белой жесткой кистью рисуй по этой маске, чтобы проявить эффект воды. Зажатой клавишей Ctrl или Command на Mac кликни по маске, выдели слой с мужчиной и нажми на маску. Ctrl-I или Command-I на Mac инвертируй маску. Подкорректируй маски в тех местах, где ты ошибся. Клавишей X переключает цвет с черного на белый и наоборот. Открой в Photoshop изображение с водяными пузырьками. Теперь это изображение нужно применить только в тех областях, где у нас должна быть вода. Стань на самый верхний слой, это у тебя группа, и создай еще одну группу нажатием на иконку папки в панели слоев. Теперь зажатой клавишей Alt или Option на Mac перетяни маску с нижней группы и слой с пузырьками помести в группу. Черной или белой кистью подкорректируйте маску. Проще всего это будет сделать, выделив человека инструментом быстрое выделение. Инвертируем. Возвращаемся на маску и черной кистью прорисовываем те места, которые нам не нужны. Ctrl-D снимаем выделение. Теперь трансформируй и поворачивай изображение с пузырьками так, чтобы оно как бы описывало форму руки. Если необходимо, то корректируй маску на любом дальнейшем этапе.
Нанеси еще одно изображение с пузырьками. Проверь, чтобы слой с пузырьками находился в самой верхней группе. Повторяй процедуру. К каждому из этих слоев ты можешь добавить маску и замаскировать те части, которые тебе не нужны. Последним этапом тебе нужно добавить брызги. Открывай изображение всплесков и добавляй их выше всех слоев. Увеличивай, уменьшай и поворачивай как тебе угодно. Помести несколько всплесков за человеком. Поэкспериментируй с режимами наложения и непрозрачностью. Над слоем с мужчиной добавь новый слой. Выбери черную кисть. И нам здесь нужно прорисовать часть футболки, которая как бы скрывается за мужчиной. Уменьшаем кисть. Жесткость поставим побольше, среднюю. Отправим этот слой под слой с мужчиной. Таким образом мы имеем эффект как будто бы просвечивания руки, и за ней мы видим футболку. Над слоем с фоном добавь радиальный черно-белый градиент. Новый слой. Градиент. Радиальный. Черно-белый. Инвертируй его, если тебе надо, и переведи в режим наложения умножения. Добавь новый слой и большой белой мягкой кистью кликни за мужчиной, добавив белое мягкое пятно. Подкорректируй градиент. Меняя уровень непрозрачности этих слоев, ты можешь отрегулировать фон как тебе нравится, или вообще заменить цвет фона на другой. Ну а дальше, думаю, тебе не нужно рассказывать, что с этим можно сделать.
На этом все. Поддержи развитие канала любым приемлемым для тебя способом. Донатом, подпиской, лайком, комментарием. Поделись этим видео в соцсетях и присылай свои результаты в телеграм-группу. Все ссылки в описании. Увидимся!